Если у вас уже есть орхидея и до сих пор еще нет этого, обязательно подарите своей орхидее это в первую очередь. Сегодня особенный день. Сегодня день осеннего равноденствия, когда день равняется с ночью. Дальше в северном полушарии световой день пойдет на убыль. И без этого нашим орхидеям не обойтись. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня мы продолжаем серию аналитических видео, в которых я показываю вам, как изменения условий содержания орхидей влияют на динамику их развития и цветения. Сегодняшнее видео – это своеобразное путешествие из зимы в лето. Сегодня я покажу вам исследование, которое длилось с 19 декабря 2021 года и по конец сентября 2022. Видео наверняка будет не коротким, поэтому устраивайтесь поудобнее, запасайтесь носовыми платками, если вдруг нам придется всплакнуть. И давайте начнем разговор обо всем по порядку. Проснувшись в свой день рождения 19 декабря 2021 года, я поняла, что это первый день рождения, в который я не получу в подарок орхидею. Вместо орхидеи мне подарили студийный микрофон для создания видео для YouTube. Микрофон – это, конечно, великолепно, но для меня такой подарок – это все равно, что получить сковородку на 8 марта. Об этом первом дне рождения без подаренной орхидеи узнала зрительница и подписчица нашего канала Наталья Сытова и сказала: «Будет тебе орхидея». Сказано, сделано. Так в моей коллекции появился Phalaenopsis Asian Coral. Это был подарок на мой день рождения от зрительницы канала. Еще на стадии приобретения на этом фаленопсисе, так же как и на тех, которые Наталья покупала для себя, были обнаружены следы пребывания трипса. Будьте, пожалуйста, предельно внимательными. В комментариях под видео мне написали, что поражение орхидеи трипсами можно определить лишь по листовым пластинам орхидеи. Это невероятное заблуждение. Трипс в своем развитии проходит 6 стадий развития, и именно взрослая особь или имага питается цветами орхидеи. Если цветы вашей орхидеи поражены вот такими поражениями, которые вы сейчас видите на своих экранах, значит, на вашем фаленопсисе присутствует взрослая особь трипса. Итак, небольшой ликбез по трипсу. Жизненный цикл трипса может включать в себя до 6 стадий. Например, такие: яйцо, 2 личиночные стадии, предкуколка, куколка и, наконец, взрослая особь или имага. Яйца трипс откладывает в листья, цветочные лепестки и мягкие участки стебля. Внимательно запоминайте, вредят орхидеям только 2 стадии трипса. Это взрослая особь или имага и личинки. Развитие одной генерации трипса длится от 14 до 30 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Оптимальные условия для развития трипсов от 25 до 30 градусов Цельсия. Самки трипсов очень прожорливые. Они питаются почти непрерывно, даже во время откладки яиц. Развитие трипса в яйце длится 4-5 дней. Личинки, питаясь на нижней стороне листьев, развиваются еще 1-2 недели, опять же в зависимости от температуры.
Закончив питание, личинка переселяется в почву, где проходит 2 нимфальные стадии и завершает развитие, превращаясь во взрослую особь. По мнению ученых, в комнатном цветоводстве трипс является самым страшным вредителем. Взрослая особь трипса живет до 45 суток и за свою жизнь способна воспроизвести 200 потомков. Вот почему от рекомендаций о карантине в 1 месяц мне всегда хочется горько рыдать. Друзья, еще раз вслушайтесь. Взрослая особь трипса живет 45 суток. Поэтому еще раз и по слогам. Если вы обнаружили на цветах своей орхидеи следы пребывания трипса, вы не ставите эту орхидею в коллекцию, пока не дождетесь появления нового, чистого и здорового листа. Запомните это. Я говорила об этом ранее и повторю еще раз. Взрослая особь трипса или имага великолепно гибнет от использования обыкновенного фумигатора против комаров. Поэтому в комнате, в которой содержался на карантине Phalaenopsis Asian Coral, постоянно работал фумигатор и днем, и ночью. Каждая вновь появившаяся, созревшая взрослая особь после этого гибла. Таким образом, без применения какой-либо химии я вытравила всех трипсов на этой орхидее. При этом необходимо отметить, что Наталья при покупке обработала все 3 вновь купленные орхидеи средством от блох и клещей, которое я рекомендовала вам в прошлых видео. Использовалось средство от блох и клещей для крупных собак, которые у нас продаются в зоомагазинах. Средство расфасовано в стеклянные ампулы объемом 2 мл. После появления здорового, крепкого листа без следов поражения трипса орхидею можно переставлять в общую коллекцию, что я и сделала. Итак, исходной целью наблюдения является Phalaenopsis голландских производителей с сортовым названием Asian Coral. На момент покупки это было молодое растение с первым в его жизни цветением. После прохождения карантина растение содержалось в зимний период на окнах северо-восточной ориентации. Световой день в зимний период в нашем регионе составляет 9 часов. Этого мало для нормального развития орхидеи, поэтому моим растениям предоставляется дополнительное освещение до 12-14 часов в сутки светильниками с цветовой температурой 6500 кельвинов. Общая мощность светильников в этой комнате 38 Вт. После покупки орхидея не пересаживалась, не удобрялась, ничем не стимулировалась и вообще к ней не применялись никакие химические или природные средства, кроме обыкновенной кипяченой воды. За 3 месяца в таких условиях орхидея вырастила новый, молодой, здоровый лист и начала активно растить свою корневую систему не только от ствола, но и в посадке. Во время адаптации орхидея поливалась с помощью микрополива по краю посадки. А с начала активации корневого и листового роста я изменила способ полива на полив проливом. Ну и, конечно, к этой орхидее, как и ко всем другим, применялись водные процедуры. Это и душевание раз в неделю без попадания воды в субстрат, в котором до сих пор находится торфяной стакан, и каждодневные опрыскивания, которые сейчас вы видите на своих экранах.
При создании благоприятных и оптимальных условий для содержания орхидеи я не остерегаюсь попадания воды ни в центр розетки, ни в пазухи листьев. Информация для тех, кто не смотрит на канале все видео подряд. Одновременно с этим экспериментом в соседней комнате без создания оптимальных и благоприятных условий растет другая орхидея, которая в это самое время гноит свою корневую систему. И у этой орхидеи за этот же период времени не выросло ни одного листа. И если вы не смотрели 2 этих видео из серии «Обрыдаться», я очень рекомендую вам это сделать. Поплачьте вместе со всеми нами и посмотрите, что случается с орхидеей без создания благоприятных условий и без обеспечения ей должного ухода. С наступлением еще более теплых дней фаленопсис опрыскивался на открытом балконе. Но на постоянное содержание на нем не оставался. Для меня важно было понять, как быстро наступит цветение в условиях квартиры. И наступит ли оно вообще, с учетом содержания растения на северо-восточном подоконнике в летний период. На фоне активного корневого роста к началу лета орхидея выпустила еще один новый молодой и здоровый лист. И это еще раз доказывало, что проблема трипсов для данного растения окончательно решена. Теперь оставалось лишь дождаться нового цветоноса. К середине июня я во время очередного опрыскивания обнаружила новый цветонос. В свежей ранке от появления цветоноса на стволе орхидеи активно булькала вода. А я, наблюдая эту картину, в очередной раз вспомнила тех, кто так боится воды на орхидеях. У разных растений одного и того же сорта, а тем более у разных сортов орхидей, цветоносы вызревают с разной скоростью. В этот момент мне было очень интересно, как быстро будет развиваться вот этот вновь явленный цветонос. В прошлых видео я рассказывала вам, что лето в этом году во Владивостоке не задалось. Было огромное количество туманных, пасмурных и дождливых дней. Тем не менее, сейчас на ваших экранах фаленопсис высшей стадии активности, а это значит, что у него растет абсолютно все. Растут корни, растет второй новый лист и растет цветонос. Всего этого можно добиться лишь с помощью корректировки условий содержания орхидеи. Если вы живете в регионе, в котором постоянно пасмурно, темно и сыро, вам нужно добавлять орхидеи искусственное освещение. И на любой широте, при любой длине светового дня, если вы живете на северной стороне, северо-западной, западной, если перед вашим окном растет раскидистое дерево или если солнечный свет закрывается домом напротив, без искусственного дополнительного освещения ваши орхидеи правильно развиваться не будут. То же самое касается орхидей, содержащихся не на подоконнике. Только правильно подобранное дополнительное освещение позволит вам скорректировать недостаточно хорошие условия для роста и развития ваших орхидей. В августе во Владивостоке наконец наступило лето и распустился первый цветок фаленопсиса Asian Coral. И теперь мы с точностью можем сказать, сколько развивается цветонос у данного сорта. В летний период цветонос развивался ровно 2,5 месяца. Первый раскрывшийся цветок в очередной раз утвердил меня во мнении,
что покупное цветение не говорит нам абсолютно ни о чем, и ориентироваться на покупные цветы вовсе не стоит. Сказать, что необыкновенный цвет этого фаленопсиса меня покорил, ничего не сказать. Ранее я встречалась с сомнением, что этот фаленопсис можно спутать с другим фаленопсисом голландских производителей, с сортом Нарбона. Оба эти сорта теперь есть в моей коллекции. Несмотря на то, что начало цветения этих орхидей не совпало, и Нарбонна на момент первого раскрывающегося цветка фаленопсиса Asian Coral почти отцвела, мы можем сравнить оба этих цветения. Итак, друзья, с правой стороны фаленопсис Нарбонна, с левой стороны фаленопсис Asian Coral. Нарбонна практически отцвела, и цветы ее уже выгорели. Несмотря на это, отличительный признак фаленопсиса Нарбонна, как всегда при ней, и это белая перепонка над колонкой. Цвет фаленопсиса Asian Coral в момент распуска более яркий, более насыщенный, более холодного фиолетового оттенка. При полном вызревании цветок Asian Coral на сантиметр больше, нежели цветок Нарбонны. В общем и целом, для любителей таких расцветок, для любителей кораллового цвета, оба сорта имеют место быть в коллекциях. Одновременно с формированием цветоноса, вызреванием бутонов и их раскрытием фаленопсис растил новый лист. Вот так выглядела розетка этого растения на момент полного распуска. Два здоровых, крепких, с великолепным тургором листа за полгода с одновременным ростом корневой системы и цветоноса. Запомните, заслуга всего этого не в квартирных условиях, ведь вы помните, что в соседней комнате аналогичный фаленопсис не вырастил ни одного листа и сгноил всю корневую систему. И дело не в мягкости воды и не в каких-либо других ее качествах, ведь оба фаленопсиса поливались одной и той же водой из одного и того же крана, одинаково кипяченой. Сегодня ночью я снова получила комментарий, от которого мне захотелось просто истерически разрыдаться. Комментарий звучал так: «С лампами и водой вашей мягкой каждому было бы легче, а в простой обычной квартире с кипяченой водой да без удобряшек, подкормок, уксуса хотя бы дайте». Еще раз и по слогам для людей с рассеянным вниманием. В этой же самой квартире, с этой же самой водой, в соседней комнате через стенку, другой фаленопсис того же самого производителя в это же самое время остался без корневой системы, полностью ее сгноив. Этот же самый фаленопсис не вырастил ни одного нового листа. Квартира здесь ни при чем. Мягкость воды здесь ни при чем. Купите своей орхидеи светильники. Запомните сами и переадресуйте всех заинтересованных к этому видео. Динамика развития вашей орхидеи, красота и пышность ее цветения в первую очередь зависят от созданных вами, вами условий для ее содержания. Услышьте меня, пожалуйста. Любые условия можно подкорректировать, если подойти к этому с умом.
Как гласит народная мудрость, плохому танцору всегда яйца мешают. Не будьте плохими танцорами в вопросах выращивания орхидей. Создайте своим растениям идеально благоприятные условия для динамичного роста, развития и цветения. Сегодня 23 сентября. В северном полушарии день осеннего равноденствия. Тот день, после которого начинается обратный отсчет. Световой день начинает уменьшаться, а длина ночи увеличиваться. Сегодня тот самый день использования дополнительного освещения, после которого крайне и жизненно необходимо. Если у вашей орхидеи что-то где-то гниет, купите светильник. Если ваша орхидея не цветет, купите светильник. Если ваша орхидея цветет недостаточно пышно, купите светильник. Все остальное вторично, запомните это. Первично создание благоприятных условий и обеспечение оптимального ухода. А теперь, если вы разделяете мою точку зрения или если в ходе этого видео мне удалось вас убедить, напишите в комментариях лишь одно слово – «убедила». А если убедить вас мне не удалось, напишите «не убедила». А пока вы пишете в комментариях эти простые и незатейливые слова, я напомню вам, что 22 минуты вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.